Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим вкусный творожно-маковый пирог. Получается он с очень необычным разрезом, очень нежный. Он обязательно вам понравится, советую его приготовить и порадовать своих близких. 100 грамм мака зальем кипятком и отставим в сторонку на 10 минут. Займемся приготовлением теста. Для этого смешаем 1 яйцо, 50 грамм сахара. Сюда же добавим 100 грамм размягченного сливочного масла и 1 столовую ложку сметаны. И все хорошо перемешиваем до однородности. Далее добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и постепенно засыпаем 200 грамм муки. Муку лучше предварительно просеять. И замешиваем мягкое эластичное тесто, которое соберется в шар. Сначала при помощи вилки, а потом замешиваем тесто руками. При необходимости можно добавить немножко муки, но обычно 200 грамм вполне хватает. Тесто получается очень мягкое и нежное. Тесто готово, и теперь помещаем его в форму. Форма у меня диаметр 20 сантиметров. Смазывать форму не обязательно, так как тесто содержит в своем составе масло, и пирог в последующем не прилипает к форме и хорошо отходит от нее. Застилаем тестом дно и делаем бортики по краям и отправляем форму в холодильник на 30 минут. И пока займемся приготовлением начинки. С мака я слила всю жидкость и заливаю дальше его 100 миллилитрами молока. Ставим на огонь на 10 минут, варим на небольшом огне, пока не испарится полностью все молоко. В другой тарелочке смешиваем 400 грамм творога, 120 грамм сахара, добавляем сюда же 2 столовые ложки кукурузного крахмала, по желанию ванилин, 2 яйца и 100 грамм сметаны. Также, если есть, можно добавить цедру лимона, либо сок половинки лимона. И все хорошо перебиваем при помощи блендера. Сюда же к творожной начинке добавляем мак. И хорошо все перемешиваем до однородности. Начинка готова, и теперь в основу выливаем творожную начинку. Так как начинка жидкая, она там сама хорошо распределится равномерным слоем по всей форме. И теперь пирог отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Приготовим в это время заливку. Заливку можно делать по желанию, просто так красивее смотрится пирог в разрезе. Для заливки смешиваем 300 грамм сметаны с 2 столовыми ложками сахара либо сахарной пудры и 1 чайной ложкой ванилина. Лучше использовать сахарную пудру, так как она быстрее растворяется в сметане. Через 45 минут пирог достаем из духовки и выливаем наверх пирога всю заливку, распределяем по всей поверхности и отправляем в духовку еще на 15 минут. После того, как пирог готов, его необходимо остудить на решетке и ставим в холодильник на 1-2 часа, чтобы он полностью застыл, тогда он будет лучше резаться и получится еще вкуснее. В результате получаем нежный пирог. Для любителей творожных пирогов это просто какое-то чудо. До новых встреч, удачи на кухне и удачных экспериментов!